У мужчины случился сердечный приступ на глазах у ребенка, когда он играл с ним. То, что ребенок сделал сразу после этого, было настолько шокирующим, что никто не поверил, что такое возможно. Марк вернулся домой после изнурительного рабочего дня. Но это была не просто обычная сцена возвращения усталого отца домой с маленьким ребенком на руках, уютно устроившимся в колыбельке. Луи, которому было всего 1,5 года, каждый день сопровождал отца на работу. Работа была изнурительной, но мужчина не хотел оставлять своего сына одного. «Ладно, приятель, мы дома», — сказал Марк, с нежностью глядя на маленького мальчика. Их дом демонстрировал простоту и бедность жизни посудомойщика. Стены были свидетелями историй и украшены фотографиями, рассказывающими о счастье, которое казалось таким далеким. Каждый уголок был наполнен любовью преданного отца-одиночки, который, несмотря на постоянные трудности на работе, нашел в себе силы создать безопасную среду для маленького Луи. Марк переодел сына в единственную простую одежду, которая у него была, и уложил его спать в самодельную кроватку. Было ясно, что он был любящим отцом, но усталость тяжелым грузом лежала на его плечах. Марк был отцом-одиночкой, потому что его жена умерла при родах. После того, как Луис выпил свою бутылочку молока и заснул, Марку удалось принять холодный душ, что было его единственным выходом в отсутствие работающего душа. Он лег спать с пустым желудком, потому что в тот вечер ему нечего было есть. Было слышно только тихое дыхание Луи, которое постоянно напоминало Марку о том, почему он упорно борется за жизнь. Несмотря на все невзгоды, в груди отца тлел огонек надежды. Его самым большим желанием было обеспечить своему сыну более стабильную жизнь. Итак, следующий день выдался солнечным, субботним. Марк проснулся с твердым намерением провести с Луи незабываемые моменты. Завтрак был с любовью приготовлен, и отец с удовольствием играл со своим малышом. Несмотря на то, что времени было в обрез, он решил присутствовать в жизни Луи, создавая воспоминания, которые, как он надеялся, останутся с ним на всю жизнь. Казалось, все было хорошо, но тут зазвонил телефон, прервав радость момента. Это был один из ресторанов, где работал Марк, и новость не могла быть более обескураживающей. Ему сказали, что он больше не сможет выполнять там свою работу из-за дискомфорта, который причиняет присутствие Луи. Но просьбы отца, объяснявшего, что ему не с кем оставить сына, были проигнорированы. Бесчувственный ответ работодателя был прямым. Марка захлестнула волна отчаяния, потому что в этом ресторане платили достаточно. Это был его основной источник дохода, а теперь он остался без работы. Ситуация усугубилась, когда он подумал о том, что у его сына быстро заканчивается молоко. Тревога начала сжимать его грудь, и он начал задыхаться. Боль стала невыносимой, давление заставило его пошатнуться, а затем мужчина тяжело рухнул на землю. Луи, не осознавая серьезности ситуации, в замешательстве наблюдал, как его отец молча борется с собой. Марк, лежа на земле, мог видеть только лицо своего сына и думал: «Я не могу умереть, я не могу». Последнее, что он увидел, было выражение настойчивости, отразившееся в маленьких глазках Луи, и в этот момент Марк потерял сознание. Малыш с его невинными и любопытными глазами не понимал всей серьезности ситуации. Но как будто это было присуще любому человеческому существу, когда он понял, что его отец неподвижно лежит на полу, он попытался своими нежными маленькими ручками разбудить его. «Папа, проснись», — прошептал он, нежно поглаживая Марка по щеке. Вскоре страдания ребенка стали ощутимыми, и он начал сильнее бить мужчину, который никак не реагировал. Его отец был неподвижен и не подавал никаких признаков жизни, несмотря на все усилия сына. Луи почувствовал, что что-то не так. «Папа», — пробормотал маленький мальчик, расстроенный тем, что не может вернуть своего отца. И тогда
движимый необъяснимым инстинктом малыш, который едва мог ходить, решительно пополз к двери. Он не был уверен, зачем, но ему нужно было добраться до двери. Однако, когда он попытался открыть ее, то понял, что она заперта, что было непреодолимо для такого маленького существа. Луи обратил свое внимание на диван у окна. Малыш с трудом встал, опираясь на подушки, и сумел забраться на диван. Затем он встал перед окном с решительным и вызывающим для своего юного возраста выражением лица. Луи начал отчаянно колотить в оконное стекло. Каждый стук отдавался эхом, как безмолвная мольба о помощи, которая, казалось, становилась все громче. По счастливой случайности, а может быть и по воле Вселенной, их соседка Эшли поливала цветы в своем саду, когда услышала шум, доносящийся из соседнего дома. Когда женщина подняла глаза к окну и увидела ребенка, ее сердце замерло, когда она поняла, насколько взволнованным он был, стуча в окно своими маленькими ручонками. Женщина даже не была знакома с Марком, хотя они жили по соседству с тех пор, как год назад он переехал сюда. Поскольку мужчина работал, его не было дома, у Эшли не было возможности представиться и попытаться завязать дружбу. Но она была свидетелем того, как малыш делал что-то необычное, и знала, что Марк, как хороший отец, никогда бы не позволил своему маленькому сыну карабкаться на спинку дивана. «Марк!» — взволнованно закричала она, не переставая колотить в дверь. Поскольку ответа не последовало, и заметив, что главный вход заперт, соседка решила войти через заднюю дверь, которая, к счастью, была открыта. Она вбежала внутрь, и то, что она увидела, повергло ее в шок. Когда она увидела Марка, лежащего на полу, она действовала быстро. В спешке она вызвала скорую помощь, опасаясь худшего. Некоторое время спустя Марк очнулся в незнакомой палате больницы, растерянный и ошеломленный. Встревоженный, он первым делом осознал, что Луи не было рядом с ним. Врачи заверили его, что с ним все в порядке, и что Луи находится в комнате ожидания со соседкой Эшли, которая позвала на помощь. Отец почувствовал облегчение, узнав, что его маленький мальчик в безопасности. Эшли вошла в комнату с маленьким ребенком на руках, подробно объясняя, как все произошло. Марк с трудом мог поверить в безумную историю о смекалке и отваге, проявленных маленьким мальчиком, которому не исполнилось и 2 лет. Улыбка малыша была как бальзам на измученное сердце Марка, и для него было даже приятно видеть, что кто-то держит его сына на руках, чего не случалось с тех пор, как умерла его жена. Но самая страшная новость для этого отца была еще впереди, когда врачи объяснили, что его нужно будет госпитализировать на несколько дней для наблюдения. Перспектива остаться без работы и, следовательно, без источника средств к существованию сына приводила Марка в отчаяние. Однако врачи предупредили о его стрессовом состоянии, которое усугубило его проблемы с сердцем. Эшли, проявив великодушие, предложила присмотреть за Луи во время его выздоровления. Ее искреннее предложение растрогало мужчину до слез. Он поблагодарил ее, испытывая смесь облегчения и благодарности. Еще одним событием, которое произошло, было то, что пока Марк находился в больнице, история о малыше-герое, который спас жизнь своему отцу, распространилась по больничным коридорам. Персонал, пациенты и посетители поделились невероятной историей. И вскоре к этому подключились СМИ, превратив волнующую историю в заголовки на телевидении и в социальных сетях. Последствия привлекли столько внимания, что журналисты сразу же захотели получить информацию непосредственно от источника. Посыпались предложения денег, что привело Марка в замешательство. Он с трудом мог поверить, какой поворот принимает его жизнь. Тем временем Эшли, которая присматривала за Луи, становилась неотъемлемой частью их жизни. Она не только поддерживала порядок в доме, но и создавала теплую и любящую обстановку для малыша.
Маленький мальчик, в свою очередь, привязался к ней, и между ними возникла особая связь. Она также была вдовой, потерявшей мужа еще до того, как стала матерью, поэтому неделя, проведенная с ребенком, стала для нее уникальным опытом. Отношения, которые она построила с ребенком, отражали ту жизнь, которая могла бы быть у нее, если бы жизнь не сложилась по-другому. За неделю интенсивной терапии Марк и Эшли сблизились, обнаружив связь, которая выходила за рамки благодарности. И когда мужчину, наконец, выписали, она забрала его домой. Марк был ошеломлен, когда открыл дверь. В доме не было ни пятнышка. Он выглядел более уютным и опрятным, чем он мог себе представить. Гостиная была полна новых игрушек, которые подарила Луи соседка. «Эшли, что все это значит? Тебе не нужно было покупать игрушки?» — сказал отец, искренне удивленный. Она рассказала, что эти игрушки она купила, когда узнала, что беременна. Однако из-за трагической гибели мужа она потеряла и сына. У нее так и не хватило смелости выбросить игрушки. Она сохранила их как напоминание о том, какой могла бы быть ее жизнь в качестве матери. Луи, увидев, как его отец и эта женщина разговаривают в гостиной, просто воскликнул «мама», назвав соседку мамой. Атмосфера в комнате внезапно стала напряженной. Марк и Эшли, смущенные и удивленные, посмотрели друг на друга. Ситуация окутала их в мгновение ока. Затем, в порыве сдерживаемых эмоций, они приблизились друг к другу и поцеловались. Поцелуй выразил так много чувств и обещания будущего, которого никто из них не мог предвидеть. В этом доме, который теперь казался полным надежд, началась новая глава в жизни. То, что начиналось как борьба в одиночку, превратилось в совместное путешествие с такой невероятной женщиной, как Эшли, и вместе они обрели счастье, которого заслуживали. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.